Ку-ку, мои родные, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Это скумбрия у нас. Так, вот. Посмотрите, тоже какой красивый цвет, золотистый такой вот. Вау! Какая она красивая! Так аккуратненько. Цвет необыкновенно красивый. Так, видите, вот пропиталась. Здорово. Нет, ну посмотрите, какая она красивая.
такая небольшая интрижка. Что получится. А сегодня мы с вами займемся этой рыбкой. И вы скажете, эта тетка опять сошла с ума. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, какая красота. Если я ее скребу, она просто рвется вот здесь. Кожа, конечно, очень нежная. Смотрите, какая она красивая. Очень красивая. Красивая, правда? Как змея. Сейчас замочу эту кожу. Ну вот я ее замочила в воде. Идея вырезать маленький ромбик, скажем, или какую-то форму потом придать, покрыть лаком, либо залить смолой эпоксидной, чтобы получился у нас красивый рисунок. Ну, повторяю, это вот такая вот идея, фикс у меня. Ну, а почему бы не попробовать? Я, наверное, буду менять. Будь здоров! Я, наверное, буду... Это у меня собака чихает. Я, наверное, буду менять воду. Оставлю на сутки, наверное. Вот. И завтра мы продолжим. Мне все-таки удалось поработать со скумбрией. Я оставила кожу с кусочком мяса. То есть маленький слой мяса вот остался на коже. Она подсохла. И смотрите, когда она подсыхает... Вот, видите, потом мы аккуратненько это мясо можем снять. И кожа у нас не повреждается. Вот. Так что я вот тоненький слой мяса этого филе оставила на коже. Вот. И по мере того, как мяско это подсыхает, я его вот аккуратненько снимаю. Видите, кожа у нас не повреждается. Она остается такой же. Когда готово, мясо само отходит. Прям вот видите, вот как вот здесь. То есть особо усилий я не прилагаю. А кожа все такой же красивой остается. Это вот что касается скумбрии. Я рада, у меня все-таки получилось сохранить эту кожу. Вас обнимаю, говорю вам всего хорошего. До скорого. Пока-пока.